Приветствую всех на канале. Каждому харьковчанину знакома эта небольшая улица, ведь она находится рядом с улицей Сумской и имеет свою не менее интересную историю. Ее название Рымарская, к тому же улицы с таким названием больше нет нигде в мире. В доме номер 1 по улице Рымарской, маленькой чердачной комнатушке, которую занимал в 50-х годах поэт Борис Алексеевич Чичибабин, собирались харьковские любители поэзии, организуя так называемые литературные среды. Под номером 2 стоит привлекательный трехэтажный особняк с башенкой и шпилем. Одним он нравится, поскольку сочетает в себе старую архитектуру, дополненную современной мансардой и башней, другие, наоборот, считают, что здание изувечено современной перестройкой. Тем не менее, оно любопытно своей историей, поскольку связано с фамилией очень интересных харьковских купцов Кушинниковых. От Кушинниковых в начале 1870-х годов дом и дворовое место перешло во владение купцу первой гильдии Александру Владимировичу Чикину, потом его вдове Анне Алексеевне, дочери Ольге, бывшей замужем за дворянином Васильевым, пока 18 февраля 1917 года его не купило первое российское страховое общество. Все это время в особняке размещались различные магазины и квартиры. Теперь же это офисное здание. И рядом с ним, по улице Рымарской, 4, находится самый старый жилой дом. Одноэтажная усадьба конца 18 века принадлежала купцу Третьей гильдии Егору Егоровичу Урюпину, который с 1799 по 1805 годы был городским головой. В молодые годы Урюпин был знаком с Григорием Сковородой. Вместе с Василием Каразиным участвовал в создании Харьковского университета. Здание является самым старым жилым домом в Харькове. Перед вами Компанейский дом, улица Рымарская, 6. По проектам Александра Ржепишевского были возведены два первых компанейских дома в Харькове в 1912 году, это дом номер 6, и в 1915 году дом номер 19. Квартиры были собственностью жильцов и принадлежали в основном инженерам, врачам, художникам. С 1912 по 1914 год в доме жил сам автор проекта. После революции 1917 года дома были национализированы, квартиры превращены в коммуналки. К старейшим зданиям Рымарской улицы относится и жилой дом номер 7, архитектор неизвестен, первая половина XIX века, являющийся примером постройки по образцовому проекту в стиле русского классицизма, так называемого безордерного типа. Улица Рымарская уже в 17 веке со своим необычным названием была на карте города. А название свое получила, как обычно это бывало в те времена, от ремесленников рымарей или лымарей. Они занимались выделкой грубой кожи и производили шорные изделия, упряжь для скота и лошадей. В то время быть мастером по изготовлению упряжи было делом прибыльным и весьма почетным. Уже в начале 18 века улица быстро начала застраиваться новыми каменными домами, и селились уже здесь более знатные люди, в основной массе купцы, ведь было совсем близко от торговых рядов и лавок. Также селились здесь дворяне и крупные чиновники города, а также военные чины, по большей степени в отставке. Ну а это здание вы, конечно же, все узнали. Театр Шевченко, улица Рымарская, 12. Это тыльная часть театра имени Шевченко. Здание было построено в 1842 году по проекту архитектора Андрея Тона и дважды перестраивалось в конце 19 века и после войны. Улица Рымарская примечательна и тем, что на ее 520 метров длины оказались сразу три театра. Харьковская филармония, нынешний театр оперы и балета, замыкающий улицу, и бывший театр Березиль, ныне Харьковский драматический театр. Несмотря на то, что два последних имеют юридический адрес на улице Сумской, все же находятся они территориально больше на Рымарской. Здание Харьковской филармонии мы увидим чуть позже. Привлекает свое внимание на улице Рымарской здание первой женской Мариинской гимназии.
Долгие годы здесь находилась украинско-английская школа номер 6, недавно вновь старшая гимназии. Здание построено по проекту архитектора Толкунова в 1869 году. В школе учились поэтесса Христина Алчевская и актриса Людмила Гурченко. В прошлом живописная зеленая улочка в самом сердце Харькова была сильно изменена в 2009 году. Вырубка всех деревьев на улице с одной стороны позволила расширить дорогу и открыть вид на старинные здания. С другой стороны, шокировала жителей города своей жестокостью, поскольку уничтожение деревьев чревато засорением городской пылью и выхлопными газами. Вместе с вырубкой деревьев увеличилось количество рекламных вывесок, поэтому харьковчане несколько раз обращались с петициями к городскому голове с просьбой нормировать количество рекламных щитов на древних улочках города, одной из которых является и Рымарская. А еще интересный факт. Доподлинно известно, что под землей на этой улице расположены катакомбы. Спелеологи утверждают, что этим таинственным подвалом и переходом более 200 лет. В них был найден обруч с надписью на еврейском языке, датируемым 17 столетием. А еще в 1929 году в здании бывшей оперы впервые зазвучала первая украинская радиостанция. В первые годы 20 века в застройке Рымарской появились многоэтажные доходные дома, которые сейчас перед вами. Это дом номер 20, архитектор Ройтенберг 1911 года и западный фасад дома страхового общества Саламандра. Мы его еще увидим в этом видео. Улица Рымарская, 19. Компанейский дом построен по проекту Александра Ржепишевского в 1915 году. С 1925 по 1930 год здесь жил известный украинский писатель Микола Хвилевой, Николай Фитилев. На фасаде здания установлена мемориальная доска. Также в доме жил художник Александр Шевченко. Учитывая комфортабельные здешние квартиры, в этом же доме мог проживать и Железный Феликс Дзержинский, когда в 1920 году он работал в Харькове. Но доподлинно известно, что именно на этой улице он жил, а работал неподалеку, на Мироносецкой номер 2. Давайте зайдем в арку и в один из дворов улицы Рымарской и посмотрим, что у нас там есть интересного. Улица Рымарская, 22. Многоквартирный дом для владельцев контор страхового общества Саламандры, построенный в начале 20 века по проекту Николая Веревкина. Сам дом Саламандры расположен на улице Сумской. Улица Рымарская, 24. Бывший частный особняк Смоленской, построенный в 1903 году архитектором Кондратьевым. Ныне административное здание. Памятник архитектуры.
улица Рымарская, 28. Большой доходный дом построен по проекту Виктора Величко в 1902 году. В начале прошлого века здесь размещалась известная в городе глазная лечебница профессора Бронштейна. Ныне в здании располагается районный ЗАГС. В 1930 году здесь регистрировали брак легендарной харьковской певицы Клавдии Шульженко. И сразу же напротив расположена филармония. Здание было построено в 1829 году и принадлежало дворянину Зарудному. С конца 19 века здесь начинает работать Харьковская опера. В 90-е годы 19 века зал оперы напоминал один из залов дворца Тюильри в Париже. Здесь в 1896 году Альфред Федецкий провел первый в Украине киносеанс. В театре выступали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Анри Барбюс, Владимир Маяковский. В 1991 году оперный театр перешел в новое здание, а в здании на Рымарской разместилась Харьковская филармония. Дом, на котором размещен мурал Скрябина по улице Рымарская, 23А, называют дом Фисановича. До 1932 года жил командир подводной лодки М-172 Северного флота гвардии капитан второго ранга, Герой Советского Союза Израиль Фисанович. В ходе войны его лодка совершила 19 боевых походов и потопила 13 кораблей противника. А этот дом по улице Рымарской, 23 называют усадьбой Фреймана. Один из первых в Харькове домов с лифтами. Построен в 1913 году по проекту архитектора Гинзбурга. В 1912 году в доме поселился лекарь Марк Исаакович Фрейман. Он обнаружил, что в подвале его дома начинается тайный подземный ход. Дом окрестили усадьбой Фреймана, а окрестности стали местом исследования подземелий. Во время поездок в Харькове в доме жил писатель Владимир Короленко. Катакомбы под Рымарской – ее гордость и наказание. Регулярно на проезжей части улицы образуются дырки и провалы. Случаи, когда машины и автобусы проваливались в пустоты на Рымарской, уже были не один раз. К сожалению, старина не только достояние Рымарской, но и беда для многих ее жителей. Если углубиться во дворы, вид домов очень печален. Многие жилые помещения находятся в аварийном состоянии уже более 20 лет. Хотя деревянные лестницы в подъездах смотрятся очень здорово, и несмотря на то, что деревянные домики представляют историческую ценность, жить в них достаточно проблематично. Не бывает одинаковых улиц, точно так же, как не бывает одинаковых людей. Может потому, что строят эти улицы люди, а может потому, что у каждой улицы свой характер, своя атмосфера, свое настроение и своя история. Возможно, поэтому есть улицы, по которым мы ежедневно убегаем от рутины. И есть любимые улицы, по которым хочется идти не спеша, вглядываясь в лица домов, каждый раз пытаясь отыскать в причудливой архитектуре что-нибудь, чего не замечал раньше. Для меня такая улица Рымарская. Тем не менее, Рымарская и по сей день гармонично соединяет в себе историю и современность. Я благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч, до новых видеопрогулок.